Папуа-Новую Гвинею я мало что слышал. Это была одна из немногих далеких островных стран, в которых я еще ни разу не был, и когда я планировал поездку, я представлял себе папуасов, красивые маски, диковинные племена. Должно было бы получиться очень весело. Но оказалось, что Папуа-Новая Гвинея — это одна из самых опасных стран на Земле. И ее столица, Порт Морсби, постоянно входит в рейтинги самых опасных городов. Как-то раз я сказал Владу, нельзя идти на рынок с камерой, это очень опасно. Но он настоял, мы все равно пойдем. Ну, я отвез туда Влада и еще одну девушку, журналистку из Австралии. Они еле унесли ноги с этой камерой. Они были очень напуганы. А я говорил тебе, это опасное место. Нам нельзя туда. Папуасы тоже оказались вовсе не такими милыми, как их изображают на открытках. Некоторые племена до сих пор практикуют каннибализм, а по обвинению в колдовстве могут и на костре сжечь на глазах у всей деревни. Сначала я не мог в это поверить, но чем больше информации я искал, тем понятнее становилось, что путешествие в Папуа будет намного интереснее и рискованнее, чем я ожидал. Еще один факт, который я узнал о стране. Там все очень дорого. Агентство, которое занимается сопровождением, запросило у меня $1500 за 3 неполных дня. А когда оно узнало, что я собираюсь посетить опасные районы, вообще отказалось от сотрудничества. Ну что ж, тем будет интереснее. Какое здесь население? Здесь живет около 11 миллионов человек. 11 миллионов? Ага. И Порт Морсби самый крупный город? Да, в Порт Морсби живет около 1 миллиона человек. Действительно, Папуа-Новая Гвинея и Порт Морсби, это столица, это считается один из самых опасных городов в мире, и не просто так. Все из-за уличной преступности. Почему вообще возникла уличная преступность? И они здесь называются Rascal банды. Как это возникло? Возникло это в конце 60-х, когда начался процесс урбанизации. Молодые люди, они поехали из деревень в города на заработки, но работы не было. До сих пор в Папуа-Новой Гвинее страшная безработица, и 90 и 95 вот так вот процентов молодых людей не могут найти работы. Они, когда из деревень приезжают на заработки, остаются ни с чем, и единственная как-то возможность выжить — это идти вот в эти вот уличные банды. Ситуация здесь напоминает как-то наши 90-е, потому что во многих районах уличные банды, они сильнее полиции, они противостоят полиции. Наверное, если раньше, вот, кстати, что интересно, если раньше у них была такая вражда между бандами, то сегодня этой вражды нету, они так более-менее объединились, они поделили территорию, и сейчас основная вражда идет с полицией. Вот, полиция пытается как-то навести порядок, но это не очень получается, потому что по многим характеристикам эти уличные банды, они превосходят силы полиции, у них есть и холодное, и огнестрельное оружие, и они совершенно спокойно убивают полицейских. Также занимаются грабежами, вымогательством, похищением людей, угоном автомобилей и так далее. Тут народ живет в общинах, и у них отношение там, вот, к собственности, оно такое весьма спокойное. То есть, например, отнять что-то у богатых и забрать себе, это особо не считается каким-то преступлением. Поэтому местные бандиты, они даже не считают, что они делают что-то не то. Кроме того, они еще так эксплуатируют образ Робин Гудов, да, то есть они забирают у богатых и типа раздают бедным. Ну как бедным, да, на самом деле они все берут себе, но иногда делают какие-то подачки, пытаясь как-то найти любовь и поддержку среди простого населения. Вот. Вся эта ситуация нам привела к тому, что действительно вот мы сейчас находимся в столице, и во многих районах ты не можешь просто выйти из машины с камеры, да, потому что если кто-то из членов этой банды увидит тебя с камерой, он тебя просто ее заберет, ограбит. Почему вы просите меня закрыть окно? На всякий случай. Когда они видят какие-то ценные вещи, они просто хватают их. Им все равно, кто вы и откуда вы. Возможно, и ножом пырнут. То есть здесь вообще с этим никаких проблем нет. Банды молодые, это 15-25 лет. То есть все молодые, особо никто не доживает в силу сложности занятий, не особо никто не доживает до какого-то взрослого возраста. Вот. И весь город, он действительно поделен на зоны влияния вот этих вот уличных банд. Их здесь сейчас 4 крупные. И можно, вот ты когда едешь, везде видишь вот какие-то теги, граффити на заборах, где они пишут, какая банда контролирует ту или иную территорию. Здесь еще надо объяснить, почему вообще здесь на самом деле есть большие проблемы с полицией. То есть люди, они не любят полицию, и с полицией много проблем из-за того, что полиция часто применяет
насилия по отношению к задержанным, есть факты изнасилования детей в полицейских участках, есть факты неоказания помощи, есть факты применения насилия к заключенным. По этому поводу различные международные организации много раз там возбуждались и требовали как навести порядок, но полиция совершенно отмороженная, поэтому среди простого населения к полиции есть ненависть, и на этой почве тоже вот эти вот банды, они хорошо так набирают обороты и находят поддержку среди простых людей. Когда Рескалы выбираются в город, они грабят банки, похищают людей, угоняют машины и со всем награбленным приезжают сюда, именно сюда. Это район Рескалов? Да, когда приезжает полиция, она тут же сматывается отсюда. Бандиты отстреливаются от копов. Целая вот деревня, она располагается над водой. Привет! Собаки. Смотрите, вот у людей собаки, всякие вещи. А, кстати, ну, тротуар такой шаткий. Я иду, можно сказать, по шаткой дорожке. Смотрите, ребята, дом. Значит, и чтобы в этот дом попасть, нужно пройти по вот этой вот доске. То есть, если ты пьяный, то домой не попасть? Да, в натуре, это опасно. Когда пьяный, лучше здесь не ходить. Здрасте. О, какая просто невероятная красота. Вот так вот люди живут в раю практически. Главное трезвым идти. Дома, кстати, на деревянных сваях. Все на деревянных сваях. А здесь просто вот улицы в буквальном смысле из говна и веток. То есть это не преувеличение. А вот здесь такое прямо, смотрите, зажиточный дом. Вот часть домов на земле, но почему-то большинство на воде. Я не очень понимаю, в чем прикол строить дома на воде. Здрасте. Привет. Как дела? Все путем. Вы живете тут? Да. Ну, кстати, народ в этом доме вот сидит и смотрит телевизор. Вот, и вообще не обращает внимания. То есть к ним, можно сказать, гости пришли, а детишки сидят, смотрят телек и вообще пофиг. Вот. А тут народ этот нянчится. Это такая кухонька. И сейчас им мама пожарила рисика. Вот это обед. На обед сегодня рис. Окей, вопрос. Зачем вы строите дома на воде? Почему не на холмах, почему здесь? Наши предки жили здесь. И многие из нас продолжают жить здесь. Это наша территория. Она принадлежит нам. В общем, я пообщался с народом. Народ как-то не понимает моего вопроса. Я спрашиваю, почему вы строите дома над водой, почему, ну, не на холме, не на земле, почему вот эта целая деревня растут над водой. Народ такой, да потому что, удобнее, проще. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну не надо рыть туалет, прохладнее, от воды прохлада, то есть не так жарко, как на земле. Нет каких-то этих там мерзких животных, там никто не бегает. Я сначала думал, что, например, землю надо покупать, и земля там дорогая, а здесь, может быть, вообще бесплатно стоит. Они говорят, не, тут это вообще никого не волнует, у нас здесь вся земля принадлежит нашим вот этим кланам, и все равно ты здесь на воде ничего не построишь, если ты не из нашего клана. Но тут удобнее просто вести быт, да, ты постирал это, вылил, все, рядом есть вода, и как-то все это проще. Ну, хрен его знает. С другой стороны, вот они мусор кидают. То есть, вы видите, судя вот по количеству мусора, естественно, они кидают и мусор вниз, и вода здесь прямо такая грязная-грязная. Но народ особо не парится. То есть народ тут живет, построил себе деревню на воде, и счастливые, и довольные, вон, все живут. Кстати, как мы знаем, тут с экологией все хорошо, поэтому есть раздельный сбор некоторого мусора. Например, вот отдельно собирают алюминиевые банки, отдельно собирают бутылки. Страна вообще чем-то напоминает африканские страны, то есть тут прямо, ну, во-первых, такой контраст относительно бедного и богатого населения. С одной стороны, есть очень много людей, которые живут там на несколько долларов в день или в месяц, или вообще живут без денег, то есть такой ведут практически первобытный образ жизни, особенно в деревнях, за городом, то есть они едят то, что вырастят, и у них вообще ничего нету в домах ни электричества. При этом есть люди, у которых деньги есть. И вчера я, например, мы ехали, и он остановился, и мы поговорили с какой-то девушкой, которая работает, девушка с пониженной социальной ответственностью. Так вот,
Она стоит, ей 22 года было. Ну, она, понятное дело, не решила себя снимать, поэтому я расскажу, о чем мы беседовали. И я спросил, а сколько стоят твои услуги? Она говорит, я беру 300 вот это вот кинов за ночь. Это практически $100. То есть это довольно большие деньги, и я удивился, а кто тебе платит? Ну, при этом это такая вот обычная уличная проститутка. Кто тебе платит такие деньги? На что она сказала, да как, вообще желающих хоть отбавляй. У нас тут есть люди есть при деньгах, и многие девочки вот такие вот придорожные, они берут и по 200, и по $300 за ночь, и это окей. Потому что люди могут платить. Я говорю, это, наверное, иностранцы, то есть приезжают какие-то иностранцы. Она говорит, нет, почему? У нас есть люди, кто работает на каких-то шахтах, на каких-то производствах, вот занимается, может, работает в иностранных компаниях, у них неплохие зарплаты. И когда вот они приезжают, можно сказать, вот со своей с вахтой, вот вахтовики приезжают на кораблях, или вот они приезжают с каких-то шахт, которые разбросаны по стране, они могут сорить деньгами, у них деньги есть. То есть такой вот контраст, люди, у которых деньги есть, и люди, у которых нет вообще ничего. Это очень напоминает вот Африку. То есть разрыв просто колоссальный. Мы можем где-то здесь остановиться и заснять, как дети играются с колесами. В общем, как видно, у детей здесь такое вот развлечение. Вот, и они играют покрышками. По-моему, это очень весело. Окей, go! Все смеются, вся деревня собралась, все угорают. Пришел белый человек. Ведь они сталкивают. То есть, я так понимаю, тут есть какие-то правила. То есть, видите, они так вот гоняют по воде. И у некоторых большие покрышки. Все происходит с двумя палками, которые вот просто туда вставляются. И, наверное, есть какие-то правила. Но правила я не знаю. Пока в России с покрышек делают лебедей, здесь, в деревне Папуа-Новогвинейской, делают игрушки из покрышек. И вот собрался народ поглазеть, что здесь вообще происходит. А здесь с забора начинается деревня. И деревня, она с виду такая интересная. Я спрашиваю, можно ли в эту деревню войти? Но водитель говорит, нет, я туда не пойду, потому что я там никого не знаю, и у нас там могут быть проблемы. Мы можем оттуда не выйти. Тут даже какие-то есть вот какие-то мостики, какие-то вот истории. Вот пришли детишки. Пришли детишки. What is your name? Давай, хоп! О, какие молодцы! Это мой новый друг. И вот у чувака вот так вот выглядит его дом. Здесь можно посмотреть. Он лежит вот здесь вот. Он сидит. И там такие вот комнаты. Бай! Пока, дети! До свидания! Last one, окей. Все, последнее. Окей. Ура! Все, пока. Я знаю, что жизнь здесь отличается от жизни в вашей стране. Я говорю про свободу. Полную свободу. Ходи куда хочешь, нет никаких запретов на передвижение. Открывай бизнес, делай что хочешь. Здесь полная свобода. Как насчет алкоголя? Что здесь пьют? Алкоголь? Я сам не пью, поэтому не в курсе. Но что я чаще всего вижу, это пиво.
Пиво? SP. Оно называется SP. Это местное пиво. Выпиваете несколько стаканов или несколько банок, и вы готовы. В 1988 году в Папуа началась гражданская война. Остров Бугенвиль захотел отделиться в самостоятельное государство, и его армия подняла вооруженное восстание. Сначала все шло довольно неплохо для сепаратистов. Они выбили силы Папуа с острова и объявили о независимости. В ответ на это Папуа установила экономическую блокаду и начала новое военное наступление. В 1997 году страна подавила восстание, вернула себе контроль над островом и приступила к переговорам с сепаратистами. По результатам мирных переговоров Бугенвиль остался в составе страны, но получил автономное правительство и возможность провести референдум о независимости острова. Референдум прошел в конце прошлого года. 98% жителей высказались в пользу независимости. Сейчас все ждут, когда правительство страны утвердит эти результаты, а пока есть время, они пытаются решать более насущные проблемы. Самые серьезные из них – уличные банды, нищета и безработица. Одна из причин войны за независимость Бугенвиля – шахта Пангуна, которая является одним из крупнейших месторождений меди в мире. Шахта закрылась в 1989 году, когда здесь шла гражданская война, но сейчас Китай планирует снова запустить там добычу, так что, скорее всего, новостей из Папуа в ближайшие годы будет много. Город охватывает несколько провинций, которые имеют свое собственное администрирование. В центральной провинции живет народ, у которого такие же кудрявые волосы, как у вас. Эти люди немного отличаются от нас. Так, ну деревенская жизнь тут продолжается у нас. И можно теперь посмотреть, как выглядят дома на земле. Вот мы сейчас посмотрели, как выглядят дома на воде, а вот дом на земле. В принципе, практически так же. Он также стоит на сваях. Вот, но за счет того, что нет воды, у нас снизу получается еще одно такое вот, можно сказать, общественное пространство. Стоят лавочки, столы, и вот во время дождя здесь можно сидеть и кайфовать. Слушайте, у них, кстати, реально очень много собак. Но собаки, они все такие зашибленные, забитые, видите, они не гавкают, не тявкают, а при виде человека они так отходят. Они еще какие-то побитые. Ну, все прям вот большой дом, зажиточный. Тут даже вот у них на первом этаже был магазин, но сейчас он не работает, одежда секонд-хенд на первом этаже у них продавала. Так, вот молодежь играет в волейбол, между прочим, через забор. И это, возможно, будущие герои Олимпиады. Hello, good morning. 11 часов, у всех доброе утро. Вот народ. В Австралии в это время уже люди на обед идут. Вот, видите, это похоже только на плиту. На самом деле это просто место используется как мангал. Вот, и здесь на двух арматуринах стоит чайничек, стоит сковородочка, и народ готовит еду. Покрышки тут используются для кур. А куры тут высиживают яйца. Вот видите как? Еще одно применение покрышкам. Ну и, кстати, также здесь до сих пор есть случаи каннибализма, да, потому что опять же, Папуа-Новая Гвинея — это огромное количество племен, небольших племен, которые ведут просто совершенно первобытный образ жизни в лесах, они скрыты от людей, там нет туристов, ничего, и до сих пор каннибализм считается вполне нормальным явлением, и периодически вот доходят случаи, когда кто-то кого-то где-то съел. Обычно это шокирует европейцев, а для местных это в порядке вещей, а что такого? То есть где-то в России в деревнях убивают собутыльника, а здесь убивают тоже кого-то, и только едят его, вот, а у нас не едят. Это женщина с другого острова, а Элиза, как и я, с побережья. Для меня они на одно лицо, извините. Для нас вы все тоже на одно лицо, просто белые, не такого цвета, как мы. Другая прическа? Да-да. В общем, по идее, как здесь можно по внешнему виду отличать все эти племена? Говорят, кто с высокогорья, кто здесь живет у моря, они все разные, и у некоторых даже, говорят, похожи на мою прическу. И, возможно, мои предки где-то здесь, и я сейчас их даже найду. Кстати, если вы не знали, Папуа-Новая Гвинея, Новая Гвинея — это остров, а слово Папуа переводится как «курчавый». То есть «курчавая Новая Гвинея». И я не знаю, папуасы тоже от слова «курчавый» произошли или нет, но, в общем, смысл в том, что я, получается, немножко папуас для местных. Тут играют, они кидают в кости, играют
Это у них телефон и ставят деньги. Ага. В деревне есть услуга, называется проверка баланса, если у тебя местная карта. Вот, баланс местной карты можно проверить за 50 центов, чтобы не идти в банк. У них есть вот этот терминал банковский, они проверяют баланс за 50 центов. Да, дети? Да, дети подтверждают. Так, собака, только не надо на меня прыгать. Не надо на меня прыгать, не надо на меня прыгать, а грязные лапы, я не хочу, чтобы ты меня испачкала. Собака, тихо, собака. Рынок дает возможность людям зарабатывать. Там продают фрукт, который называется бетельнат. Он приносит очень много денег. В общем, орех, который они здесь называют, это бетель. В русском интернете это называется катеху, орехи катеху. В общем, они их смешивают с семенами горчицы и с пудрой лайма, и получается такое вот как наркотическое средство. История эта очень вредная, и она там во много раз увеличивает вероятность рака, и многие как раз вот местные жители, они страдают от рака полости рта. Вот, но, тем не менее, продолжают его жевать. Местный Минздрав пытается с этим как-то бороться, выпускает периодически какие-то рекомендации, еще что-то, но ничего не помогает. Куда вы ни придете, все будут есть эти орехи, все будет заплевано этой вот красной слюной. Ничего с этим не поделаешь. Эти орехи часто сравнивают с тем, как в некоторых странах жуют листья коки. Ну или там в российской культуре это можно сравнить с употреблением табака. Да, все знают, что это вредно, но народ вот массово все дело употребляет. Да, ну что забавно, во многих заведениях здесь часто висят таблички No Battle Nut, которые говорят о том, что нельзя жевать эти орехи. Вот, например, в гостинице написано не курить и не жевать эти орехи. Половина населения страны работает в серую. Практически каждый день. Большую часть этих людей вы можете найти на рынках. У них нет официальной работы. Они живут только за счет того, что продают еду на рынке. Торгуют целыми семьями. Вот видите, прямо детей все равно не с кем оставить, поэтому все вот сюда приходят и тут вот торгуют. Оп. Хипстеры могут завидовать, насколько красиво оформление прилавка. Видно, что пакеты сделаны из мешков для гуманитарной помощи, которую они перешивают и делают из этого красивые сумки. Слушайте, рынок потрясающий. Кстати, обратите внимание, да, что здесь настолько низко висят все вот эти вот хрени, что ходить нужно так вот, согнувшись. Рынок очень колоритный, мне нравится. Если бы еще не было так мокро, то все было бы вообще замечательно. Даже хочешь что-нибудь купить. В общем, народ, я прямо удивлен. Народ очень крутой. Все супер позитивные. Не слушайте, кто вам наговаривает на местных жителей, что здесь что-то не так. Очень все приветливые, все фотографируются. Никакой агрессии, никаких вопросов. Никто не навязывается. Очень прямо хочется все купить у них. It's a bakery. Все за решеткой, чтобы не воровали. Потому что прибегают дети и воруют. Это у нас бангладешцы. И мальчик зачем-то показывает фак. Каждое утро, когда люди встают с кровати, они первым делом тянутся к сигаретам и бетельнату. Ни кофе, ни печенье, ни завтрак. Для большинства местных людей завтрак — это сигареты и бетельнат. Только дети берут хлеб или печенье, когда идут утром в школу. Но для каждого взрослого здесь главная еда — это сигареты и бетельнат. А что насчет вас? Вы тоже? Нет. Я не курю, но иногда жую бетельнат. Совсем немного для работы. Хватаю орех и жую. Но без листьев и извести, которая делает рот красным. Хотите попробовать? Я? Вы? Нет. У вас весь рот станет красным. Я вам говорил, что это наркотик. Вам может стать плохо. Можете даже потерять сознание. Но местные жуют эти орехи годами. И они адаптировались к нему. И им ничего от этого не будет.
Но если вы жуете его в первый раз, вы сильно вспотеете и потеряете сознание. Так хотите? Я предпочитаю алкоголь. Большой торговый центр, который малазийцы здесь построили. На входе стоит охрана, которая проверяет, чтобы никто не заходил туда с оружием и с ножами. И вот здесь висит даже такое вот предупреждение, что с оружием нельзя. А здесь рамочка, а это чтобы все своими грязными локтями пол не пачкали, даже картоночки есть. В общем, друзья, обзор VIP туалета. Во-первых, такой вот билетик. То есть это серьезно туалет для успешных и состоятельных людей. Значит, я вас спрашиваю, а что значит VIP? Он говорит, это для важных людей туалет, он чистый. То есть можно бесплатно идти в туалет, который не убирают, а за 2 кино сходить в туалет, который убирают. Видите, есть такие бамбук, есть ароматические масла, тут какие-то вот растения, тут очень красиво. И здесь только важные люди. То есть тут нет никаких нищебродов, тут только успешные, добившиеся всего люди. Успешный успех вот писает только в этом туалете. Ну, очень удобно. Вот ты идешь по торговому центру, тут у тебя Huawei салоны, какие-то бутики местные, ювелирочка. И здесь сразу можно купить живую свинью. Чтобы вам было понятно, за 60 килограмм нужно отдать 1400 кумов. Это 25 тысяч рублей. Несколько лет назад местным чиновникам пришла в голову замечательная идея. А давайте проведем какой-нибудь международный саммит. Заявим о себе, чтобы все во всем мире знали. Вот папуасы тоже проводят саммиты, как в каком-нибудь Давосе. Они одолжили у китайцев деньги, построили на них роскошный конференц-центр, открыли 5-звездочные отели и даже закупили для гостей парк новеньких Мазерати. Еще забавно, что местные власти к саммиту ОПЕК накупили кучу автомобилей, были даже какие-то премиальные, там, Мазерати или еще что-то, ну, чтобы возить гостей. Вот. А после того, как гости уехали, они начали думать, что с этими машинами делать. Теперь здесь недалеко есть огромная стоянка, где стоят эти десятки, может быть, даже сотни машин. И все они продаются. Теперь они пытаются хоть что-то продать, но Бентли и Мазерати, которые были, они каким-то чудесным образом не продаются, а, видимо, пошли каким-то чиновникам местным. Когда саммит закончился, пришло время расплачиваться по долгам. Но проблема в том, что саммит не оправдал ожиданий и не принес прибыли. Так что платить было просто нечем. Пришлось просить у китайцев рефинансировать долг. После пересчета его размер по приблизительным данным вырос на 25% и сейчас составляет около 42% от ВВП страны. Вот так Папуа попала в финансовую кабалу к китайцам. Ну а сами китайцы решили не терять времени и начали масштабную экспансию. В городе сейчас полно китайских заведений, девелоперских проектов. Сейчас тут даже строится папуасский Чайнатаун. Еще у Китая тут есть гигантский никелевый завод. Говорят, что в прошлом году он протек в море и его навсегда закрыли. Ну что-то мне подсказывает, что он, как ни в чем не бывало, работает и по сей день. Ну что, конечно, друзья, нельзя обойтись без нового благоустройства. И, естественно, я не мог пройти мимо. Все-таки блог у нас про урбанистику, а не про бандитов. Клумбы, которые расписаны какими-то вот национальными такими узорами и облицованы дешевой китайской плиткой, сидушек. А здесь пляжик и какие-то вот местные там детишки, ребятишки, они там играют. Ну, что интересно, из вот реально интересного, если ничего не стебать, да, здесь можно вот обратить внимание на столбы. Это деревянные столбы, и у них вот, видите, всякие змеи и все остальное. То есть это фонарные столбы, которые, каждый столб, он уникальный. Вот это единственная милая и интересная деталь, на которую стоит обратить внимание. Все остальное, это, конечно, лютейший и ужас. Ну, я не знаю, можно вот такая вот бронеурна размером с такую бочку нефтяную. Какие-то столы они собрали из пеноблоков. Вот столбы мне, честно, нравятся. Видите, они не какой-то типовые там говно с рынка. Они прямо вот взяли, каждый столб, вот он вырезан из дерева. Такая вот классная идея. Они даже сделали питьевые фонтанчики. Видимо, чтобы иностранные гости это все оценили. После этого это оценили местные и все выломали и украли все, что можно было выломать и украсть. Наверное, местные блогеры скажут: Варламов приехал, свинья грязь найдет.
людям нравится. Просто ты, Варламов, ты муха, потому что ты видишь одно говно. А мы пчелки, мы видим один позитив. Например, вот эта вот маленькая позитивная акация. А это большая урна, чтобы всяких блогеров, которые льют грязь и оскорбляют нашу вот Папуа-Новую Гвинею, вот эту урну надо выкинуть и все. И тогда будет порядок. Никто не будет говорить гадости про прекрасную Папуа-Новую Гвинею. Китайцы начинают конкурировать с американцами, потому что американцы воспринимают такую китайскую экспансию как угрозу своим позициям в Тихоокеанском регионе, и американцы тоже пытаются как-то сюда инвестировать, и я думаю, вот подобные страны, типа Папуа-Новой Гвинеи, они как-нибудь ловко будут торговаться между китайцами и американцами, и те им как-нибудь дадут денег. В общем, что-нибудь они придумают, но хуже люди здесь жить точно не будут. Значит, вот это вот стоят маршрутки. Маршрутки все частные, ну, в принципе, все как и у нас. И народ ждет, когда заполнится. Когда заполнится маршрутка, они поедут в город и отвезут людей на работу. Как часто бывает, пока маршрутка не заполнится, она никуда не едет. С общественным транспортом здесь все примерно как в Махачкале. Никакого государственного нормального общественного транспорта нет. В основном все передвигаются на маршрутках. Все это частники. Ну, беда, кошмар и ужас. Не берите пример с Папуа-Новой Гвинеи, если хотите сделать хороший общественный транспорт. Я приехал в папуасскую деревню, посмотреть, как у них расположен дом. Он на сваях, и к дому ведет такая дорожка из досок и лесенок. В общем, если ты выпил, то домой не вернешься. Лучший способ борьбы с пьянством у населения. Я вообще не понимаю, как они до дома забираются. Ну, то есть, вы понимаете, в этот дом, если ты выпил, невозможно добраться. Ну и вообще, ну здесь хорошо, если никто не ходит в обуви, поэтому они особо не парятся. Да, вода поднимается до сюда, когда идет дождь сильный. И вот, видите, все дома, то есть вот этот дом, они все стоят на таких вот сваях. У них, видите, у некоторых домов стоят такие баки, они у них собирают дождевую воду, потом используют. Прямо цивилизация. Ну, кстати, насчет экологии, вот ответ на вопрос, что народ делает с мусором. Народ мусор просто вывозит за пределы деревни и выкидывает в мангровые заросли, в джунгли, в воду, и вообще на эту тему, к сожалению, никак не парится. Вот вам вся экология. Вот здесь видно, какое количество мусора в воде, в этих зарослях, вот там какие-то старые машины. Это мы просто выехали из деревни. И вот обратите внимание, чего там только не валяется. А это кладбище. Мы пришли на кладбище. Вот так вот выглядит кладбище. Они, как видно, они хоронят людей. И в зависимости от благосостояния могут быть разные вот могилки. Большинство людей это исповедуют христианство, поэтому традиции захоронения здесь христианские, ничего такого необычного нет. Ну, единственное, вот так непривычно, что все это, видите, это очень быстро так все зарастает. Если за могилой не ухаживают, то она через несколько лет вся зарастает. В общем, это канализация, как говорит, вот какая-то речка, помнишь, когда сливается канализация, и народ тут катается, играет, стирает, в общем, развлекается как может. Ну и интересно, мне мой водитель рассказал относительно безопасности. Вот. Он сейчас зачем-то свистит, не знаю, но относительно безопасности он мне сказал, что ты не думай, у тебя не должно сложиться впечатление, что все люди такие дружелюбные и хорошие. Это просто я их вижу, я с ними контактирую, потому что мой водитель, я ему еще не заплатил денег, и он переживает, что со мной что-то случится. Он переживает, что меня ограбят, и я не смогу с ним рассчитаться, а сумма здесь такая уже для него набегает неплохая. И он говорит, я тебе просто показываю только хороших людей,
У нас есть разные племена, и люди в одной провинции отличаются от людей в другой провинции. Люди одного племени они сильно отличаются от людей другого племени. И мы смотрим просто только хороших людей, мы смотрим только позитивных, и тех, кто не будет проявлять никакую агрессию, ничего не украдет. Но, он говорит, буквально мы можем проехать здесь 5 километров, мы пойдем в другое племя, и они будут супер агрессивны, к ним нельзя просто так прийти. Там нужно вести долгие переговоры, договариваться, нужно иметь охрану, потому что, ограбить и забрать у тебя камеру, все твои вещи, это ничего не стоит. И действительно уровень преступности здесь очень высокий. То есть эта статистика не нарисованная, здесь действительно опасно. Поэтому если вы соберетесь путешествовать по Папуа-Новой Гвинее, продумайте маршруты, обязательно подумайте о своей безопасности. Еще нужно понимать, что здесь все очень дорого. Здесь цены дороже, чем в Европе. Здесь дорогая еда, дорогой и медленный интернет, дорогие вот услуги такси, гидов, всего остального. То есть, если с вас можно взять деньги, они с вас денег возьмут, здесь даже не сомневайтесь. Ну, вот я езжу с человеком, которого мне посоветовали знакомые, кто здесь уже был. Это просто обычный водитель такси. И его услуги стоят 300 кинов в день. Плюс нужно заплатить за такси еще 300, то есть 600 кинов в день, это $200 в день стоит сопровождение. Ну, такой вот веселый, хороший мужичок, я прям очень доволен, он все понимает, он очень дружелюбный, классный, у него хорошо говорит по-английски. В общем, вот такой вот водитель-гид местный на машине будет стоить вам $200 в день, так что имейте в виду. А когда я говорил, например, с французами, которые помогают здесь журналистам, они мне называли, что будет вообще $500 в день минимум стоить это гид, машина с водителем и, возможно, какая-то охрана. То есть это прямо минимум. Ну и, конечно, нельзя себе представить Папуа-Новую Гвинею без колдовства. Как это возникло в начале 70-х, здесь был принят закон о колдовстве, который говорил, что вы можете на суде сказать, что вас заколдовали, и поэтому вы сделали какую-то фигню. То есть это будет смягчающим обстоятельством. Ну, конечно, для этого надо поймать колдуна, и действительно здесь было распространено одно время охота на ведьм, охота на колдунов. Были целые секты, банды, которые искали. В основном жертвами этих банд становились одинокие девушки, которые пришли из других племен, у которых не было родственников. И вот последний громкий случай был в 2012 году, когда сожгли 20-летнюю девушку, которую обвинили в том, что она своим колдовством убила мальчика. Вот родственники этого мальчика, эту девушку на глазах у всей деревни взяли ее и сожгли. ООН осудила действия вот этих вот бандитов, по-другому не знаю, как еще назвать, и вроде как вот местные власти сказали, что мы наведем порядок. Они даже вроде пообещали отменить закон. Я не нашел актуальных данных, отменили закон они это или нет, но до сих пор есть племена, особенно отдаленные племена, которые ведут такой обособленный образ жизни, которые верят в колдовство, которые совершенно спокойно убивают людей, которых обвиняют в колдовстве. В общем, любую неугодную женщину можно назвать ведьмой и сжечь ее на костре на глазах у всей деревни. И это сегодня происходит в Папуа-Новой Гвинее. Папуа-Новая Гвинея далеко не самая бедная страна. Тут огромные залежи полезных ископаемых. Разные компании ведут их добычу и продажу, но до людей деньги не доходят. Все оседает в карманах чиновников. Я хотел бы сказать, что по уровню коррупции страна находится в глубочайшей жопе. Но есть один неловкий момент. Дело в том, что в индексе восприятия коррупции за 2018 год Папуа находится на почетном 138 месте из 180 возможных. И знаете, с кем она делит это место? Правильно, с Россией. На этом совпадения не заканчиваются. Например, на выборах 2017 года в Папуа жаловались на мухлёж со списками избирателей, подкуп и запугивание кандидатов. Кто-то голосовал по несколько раз, кто-то голосовал целыми группами за одного кандидата. У людей тут по беспределу отнимают землю, а на журналистов и активистов то и дело совершаются нападения. Короче, в Папуа все примерно как у нас.